сука, что же звенит при высокой скорости, непонятно вообще. В этом автомобиле ни с того ни с сего в девятке стал издаваться звук, такой звонящий скрежет непонятный. Предположительно, где-то посередине, из-под капота он слышен, но это предположительно. Сразу возникает два варианта, по которым это может случиться. Значит, первый. Это что-либо случилось с глушителем, он подоткрутился и звенит. Либо же это ступичные подшипники. Глушитель был проверен, и с ним все в порядке. Значит, остается ступичный подшипник. Сейчас мы в этом и убедимся. Какие признаки еще могут помочь понять, что это ступичный подшипник? При маленькой скорости нет звона, при увеличении скорости звон появляется. При притормаживании звон прекращается. То есть это все говорит о том, что звенит рассыпанный, поломанный ступичный подшипник. Ну и давайте проверим само колесо. Оказалось, что вообще заднее. Можно слышать характерный звук и то, что колесо шатается из стороны в сторону. Главное убедиться, что хорошо прикручено колесо, иначе может быть оно шататься. Ну, я прекрасно вижу, что здесь ступица разбита. Точнее, не сама ступица, а ее подшипник. Ну, естественно, вскрытие покажет, что с ней. Ну, скорее всего, он рассыпался. Итак, еще один нюанс, прежде чем начнем разбирать. Ступица, где развалился подшипник, будет греться больше, чем другие. Впереди это будет выяснить сложно на передних колесах, так как там греются еще и тормоза. А вот сзади это очевидно будет. А теперь давайте разъебем эту систему. Демонтируем ступичный подшипник. Первым, что мы сделаем, это открутим колесо. Я думаю, здесь инструкции никакие не нужны. Поставить автомобиль на передачу, подсунуть кирпичики под колеса и откручиваем заднее колесо. В моем случае. Итак, что-то я забыл. А нет, ничего не забыл. Приступаем. Итак, колесо сняли. Давайте убедимся, что действительно люфтит. Надеюсь, что звук слышно. Ну, я надеюсь, что все ясно с этим подшипником. Далее откручиваем направляющие болтики, чтобы снять корпус тормозного барабана. Их здесь 2 штуки. Ключик на 10, если не ошибаюсь. Не на 10, а на 12 ключик. Простите, что не могу снять все подряд, потому что снимаю один, задействована одна рука. В общем, сейчас сниму и покажу, что будем делать дальше. Короче, ни хрена не снималось, не раскручивалось, слезал грани на болте направляющей. Как вышел из положения. 7-й ключик взял, набил его на направляющую прямо молотком. Так что вы сейчас видите такое вот извращение, но которое в принципе помогло. Набил молотком на направляющую, и она открутилась. Какой классный ремонт ступицы, безумно просто классный. Видимо, все против того, чтобы я менял ступицу. И дождик, и гайки не крутятся. В общем, пошло оно все на. Далее необходимо снять корпус барабана. Если он не снимается руками, то можно молоточком бить с 2 сторон. А лучше подложить деревяшку, чтобы не разбить, так как он чугунный, разобьется легко. Поэтому потихонечку сбиваем его. Именно корпус. С этой стороны и с этой. Он может сняться легко и руками. Все крайне индивидуально. Каждый случай индивидуален. Если ни хрена не канает, берете 2 болтика. Не скажу на глаз какого диаметра, подберете. Здесь были прикручены направляющие.
А рядом, друг напротив друга, находится отверстие, в которое нужно вкручивать болтики, и корпус будет постепенно сниматься. Очень сложно одной рукой. Ну все. С помощью болтиков, вот даже следы видны, мы от ступицы легко отодрали крышку. И тормозной барабан демонтирован. На следующем этапе мы должны открутить ступичную гайку. Чтобы открутить данную гайку, нам нужно ее развальцевать, так как она завальцована в нескольких местах. Здесь проходит паз, в который она кернится. И потом открутить ее очень тяжело таким способом, а скорее всего невозможно. Развальцуем и потом будем откручивать. После того, как развальцевали гайку, берем набалдажник на 32, головку на 32, накидываем приличный рычаг и спокойненько крутим. Идет потихонечку, значит все успешно. Когда она сорвется, то можно будет открутить просто руками. При сборке необходимо не забыть завальцевать гайку обратно, иначе открутится и будет беда. Мы уже близки к истине. Под гайкой находится еще шайба. Ее также вытаскиваем, достаточно толстая по размеру. Гайка и шайба. Далее запиливаем сюда съемничек, стоит он 150 рублей, вот такой простенький. Запиливаем его с внутренней стороны, а не с внешней, то есть мы снимаем не сам подшипник, а ступицу. Там есть специальные внутри пазы по диаметру и легко хватается. Теперь осталось только снять. Снимается несложно, кстати говоря. Но мне нужно держать, поэтому, увы, не сниму. Но я думаю, процесс понятен. С помощью съемника с оборотной стороны, с внутренней, с пазы вставляем его и крутим, пока не снимется ступица. Пришлось немножко модифицировать съемник, наварить подлиннее ему болты, потому что с внутренней стороны он постоянно срывается. Вот такая штука с этим дешевым съемником. Вот так я сейчас попытаюсь его снять. Надеюсь, что все получится. Постепенно идет. Ступица снята. Вот мы можем видеть, как рассыпались подшипники. В общем, теперь самое интересное. Если бы подшипник снялся весь полностью, то у нас бы проблем бы не было. А теперь, возможно, у нас есть проблемы. Потому что, возможно, придется снимать тормозные колодки. Может быть, даже придется открутить саму ступицу. Кстати говоря, если вы не можете снять ступицу со шкифа, то можно его открутить. 4 болта. Вот сейчас будем думать, как и что нам делать. Но нам нужно снять внутреннюю грань старого подшипника, чтобы посадить сюда новый. Новая проблема. А также выпрессовать старый подшипник из ступицы.
Итак, остаток подшипника необходимо достать. Для этого нужно достать скобу. Достается она, конечно же, специальным инструментом. Но мы попробуем изъебаться пинцетом. Итак, сняли скобу. Также не забыть, снизу нужно снять металлическую заглушку, потому что она не даст нормально выйти подшипнику, или же мы ее помнем. В общем, снимается она несложно, отверточкой и молотком. Вот она. Ну и можно выбивать подшипник, чтобы впоследствии установить его в него новый. Видно, что потихонечку выходит. В общем, выбивать его нужно до конца. В общем, Хьюстон, у нас проблемы по поводу. В общем, отсюда из ступицы подшипник выпрессовал спустя час. Лучше всего зажимать в тиски и выбивать. С кирпичиками у меня все было сложно. Ну, кустарные условия, что поделаешь. Ладно, следующее. Насчет проблемы. Как снять эту богадельню? Такого съемника длинного у меня нет. Только модифицированный, который мы снимали саму ступицу. Он до сюда не достает. Как будем снимать? Откручивать очень не хочется. И прибегать к каким-то мерам. Сейчас будем что-то придумывать. Пока не знаю, что делать. Ну что, модификация говносъемника Forever. Приварил 2 гайки и удлинил съемник. Теперь можно снять часть подшипника. Очень просто. Ну что ж, все полностью демонтировано. Подшипник мы смогли достать, выпрессовать и снять. Вот внутренняя его часть, которую только что сняли со шкива. А вот съемник, который нам в этом сегодня помог. Вот такой съемничек. Немножечко модифицированный. Что теперь? Теперь сейчас смазываем солидолом. Смазываем внутреннюю часть и будем вставлять новый подшипник. Устанавливаться будет новый подшипник Крафт. Сделано под контролем компании из Германии. То есть сделано в России, но филиал германской компании. Вот такой подшипничек, 450 рублей стоит. Вот он сам. Какой стороной устанавливать, без разницы, если что. Итак, ступицу вымыл и вычистил. Сейчас смажу солидолом, чтобы подшипник лучше запрессовывался. А также шкив ступицы также смажу солидолом. Возьмем досочку и будем потихонечку запрессовывать подшипник. А дальше брусочком, чтобы он до конца встал на посадочное место. Ну, дальше собираем в обратной последовательности. Устанавливаем стопорное кольцо, металлическую заглушку и потихонечку также досточкой набиваем на шкив. Вот такой вот план. В общем, подшипник запрессован. Устанавливаем стопорное кольцо, металлическую заглушечку. Устанавливаем все на шкив, забиваем досточкой до упора. Прикручиваем, точнее ставим шайбу, прикручиваем гайку, кернем ее, чтобы она не откручивалась. Закручиваем барабан. Барабан прикручивать нужно попасть в отверстие вот здесь. И он сам оденется. Это в принципе все нюансы, которые помогут вам собрать обратно всю эту богадельню. Главное попасть ступичными, точнее в ступицу, направляющими, чтобы прикрутить нормально барабан. Итак, один маленький нюанс. Чуть-чуть ступицу набили досочкой, а потом поставили шайбу из-под гайки и сверху вот такой трубочкой. Это делается для того, чтобы внутренности подшипника не выбило, иначе пойдете за новым подшипником. Вот такая вот ситуация.
Так, все установлено на место. Люфта не вижу. Крутится хорошо, звука нет. Собираю до конца и все. Совсем стало уже темно. С этим автомобилем целый день. Результат налицо. Здесь я еще смазал солидолом, чтобы меньше пыли попадало. Итог. Лучше всего сразу купить нормальный съемник, чтобы потом не было мучений. Один раз, но нормальный. Второе. Разъяснял я все детально, подробно. Да, я не все показывал детально, но надеюсь, то, как я пояснил, поможет вам разобраться с этой проблемой, а именно поменять подшипник ступицы.